Всего в сотни километров от Москвы есть город, о котором все, безусловно, слышали. Это Можайск. Ну да, и про Загнать за Можай все знают, и про святого Николу Можайского, и про самое вкусное можайское молоко. Так вот, мы за Можай не поехали, а остановились в самом Можайске, чтобы побывать в самых красивых и интересных местах в городе и все про них рассказать и показать. Можайск – город древний. В нем сходятся 3 больших дороги. Старая Смоленская, Новая Смоленская и самая древняя Клушинская, она же Гжатский тракт. Да еще Москва-река здесь протекает. В общем, Можайск был просто обречен на то, чтобы все время быть в гуще событий. Это сейчас, когда едете или идете по Можайску, то видите перемежающиеся современные здания, деревянные избы и немногочисленные старинные домики. А когда-то, в начале 17 века, это был процветающий торговый город, в котором красовалось несколько десятков церквей, 18 монастырей, и население было 12 тысяч человек. Для тех времен очень прилично. Не Москва, конечно, но все-таки. Все дело в том, что сюда тысячами ездили паломники к знаменитой иконе Николы Можайского, покровителя города. А еще тут проходил торговый тракт. Вот Можайск и процветал. Все это кончилось в смутное время. Город осаждали, а потом жгли и грабили польские войска. Позже, конечно, восстановили, но уже без прежнего размаха. В ходе обеих отечественных войн Можайску тоже досталось. Так что старинных домов и храмов в городе сохранилось не очень много. Но при этом в нем уцелели очень красивые места, по которым мы сейчас и отправимся гулять. Обычно, приезжая в Можайск, мы первым делом отправляемся в Кремль. Во-первых, с чего же начинать, как не с Кремля? Во-вторых, там стоит один из самых красивых и необычных храмов в Подмосковье – Новоникольский. Его видно издалека. Высоченный черно-красный шпиль колокольни поднимается над домиками и деревьями старого города. К входным воротам ведет старинная узкая улочка, на которой уцелели старые дома. Около них паркуемся и добро пожаловать в Кремль. Новоникольский собор виден сразу от ворот. К нему проходим по каменному мосту, переброшенному через глубоченный овраг. Когда-то этот овраг был серьезным препятствием для осаждающих врагов. Ну а мы люди мирные, нам путь открыт. Идем сразу к Новоникольскому собору, безусловно, самому привлекательному здесь для всех туристов. Там, где мы сходим с моста, раньше стояла крепостная стена. Это была настоящая крепость, белокаменная, с 6 башнями, со стенами, валами, очень удобная для обороны. Посмотрите, как высоко она стояла над городом, попробуй-ка ее возьми. Но к концу XVIII века Кремль Можайска стал не нужен для защиты. Как раз в это время решили строить новый городской собор в готическом стиле. Остатки крепостных стен и башен разобрали и выстроили на холме храм. Можно считать, кстати, что Кремль исчез не полностью. Во-первых, первый этаж собора поставлен на основании стен и Никольских ворот Кремля. И если спуститься в нижнюю часть собора, то их следы можно разглядеть. А во-вторых, остальной белый камень Кремля пошел на украшения для стен собора. Вот они во всей красе отлично видны. Колонны, резные наличники и прочий декор. И часть кирпича стен пустили на собор, а еще часть на постройку моста, по которому мы только что прошли. А жаль, что ворота крепости не сохранились, ведь именно им, можно сказать, Можайск во многом был обязан своему расцвету в XVI веке. Дело в том, что чудотворный резной образ Николы Можайского, к которому на поклон ездили тысячи паломников и даже цари и бояре, хранился именно в надвратной Никольской церкви. По преданию, образ в течение 2 веков охранял город от врагов. А сдался Можайск только тогда, когда икона была увезена отсюда. Зачем увезли, не знаю. Сейчас древняя икона хранится в Третьяковской галерее, а для собора сделали копию. Никола Можайский считается покровителем путешественников, так что не зайти к нему в собор просто нельзя, если уж вы сюда приехали. Новоникольский собор, конечно, великолепен, но он не единственное здание в Кремле. В его тени как-то теряется и делается незаметным куда более древний храм Можайского Кремля – Старый Никольский собор рубежа XIV-XV веков. Его, правда, чуть не с нуля переложили в XIX веке, но постарались сохранить прежний вид. Не уверена, что тогда это можно было сделать идеально точно, но, по крайней мере, постарались. Вот посмотрите, порталы и прочие украшения смотрятся вполне по-древнерусски. Около собора стоит небольшой макет Кремля. По нему можете представить себе, как тут все выглядело во времена Ивана Грозного, который, кстати, в Можайск приезжать любил. А еще зайдите за Старый Никольский собор. Там вы обнаружите надкладезную деревянную часовню при Святом Источнике. Так что можно прихватить с собой какую-нибудь тару и набрать воды. У подножия Кремлевского холма стоит еще одна часовня, кирпичная. Ее мало кто замечает, увлекшись грандиозным собором и видами далей. А она, между прочим, там стоит не просто так. Ее построили к столетию Бородинской битвы, в память о погибших в Можайске при отступлении русской армии.
Можайский Кремль совсем небольшой по площади. Обойти его ничего не стоит буквально за 10 минут, но это именно обойти. А вот если вы начнете присматриваться к деталям, досматривать окрестности с холма, да зайдете внутрь собора, картина получится совсем другая. Ну а мы, обойдя Кремль и посмотрев все его достопримечательности, перебираемся в городскую часть, на место бывшего Якиманского монастыря. Добраться туда несложно. Высокая колокольня видна отовсюду. Только если едете на машине, не забывайте обращать внимание на односторонки. В старой части Можайска их очень много. Лучше всего воспользоваться навигатором. Тут стоит пара храмов, очень необычная. Вернее, необычным можно назвать более старый маленький храм. Со вторым-то все более понятно, хотя он красивый и вполне заслуживает внимания. А вот небольшой странной формы храм, который на современных картах обозначен как Ахтырский, и есть главная жемчужина этого комплекса. И не смотрите, что он такой маленький, узенький и скромный. Ему, между прочим, 600 с лишним лет, точнее, одной его стене. Вы видели когда-нибудь, чтобы внутренняя стена храма вдруг стала внешней? А тут именно так и вышло. Сейчас расскажу подробнее, как так получилось. Дело в том, что в конце XIV века, по приказу здешнего князя Андрея, сына Дмитрия Донского, так на минуточку, тут была построена белокаменная церковь Иоакима и Анны. К ней в XVI веке пристроили предел Леонтия Ростовского, а еще позже на него сверху поставили купол-колокольню, вот она пока что без креста. Так все это сложное здание и стояло себе спокойно, выполняло свою храмовую функцию, пока рядом в XIX веке не выстроили новую, более благолепную и просторную церковь, а старую снесли, чтобы не мешало постройке колокольни. Однако предел все же не разобрали, не то средств не хватило, не то кто-то помешал. Таким путем бывшая внутренняя стена храма XIV века стала внешней. Вот она, укрепленная широкими каменными подпорками, смотрит на новую колокольню. Пока что в этой небольшой церкви еще идет ремонт, но она открыта, можно зайти. Настоятель нам сам показал, где хорошо виден старинный портал, бывший вход в древний храм. Он и снаружи тоже виден, и самые внимательные даже разглядят рядом место, где крепился иконостас. Ну, это уже задача для тонких знатоков. Новая Якиманская церковь выстроена в любимом в конце XIX века неорусском стиле. Ей крупно повезло в советские времена, она не закрывалась и поэтому сохранила все свое внутреннее убранство. Так что стоит зайти не только в древний храм, но и в новый тоже. Церковь очень доброжелательная и гостеприимная. Даже для окрестных детей есть детская площадка. И если вы приедете с детьми, их будет чем занять, пока вы исследуете древности. А мы перемещаемся еще дальше от центра, к единственному сохранившемуся в Можайске монастырю, Лужицкому Ферапонтову. Его видно издалека. Стоит на берегу Москвы-реки белый с золотыми куполами собор, окруженный стенами с башнями, с высокой колокольней. Парковка сейчас устроена у, скажем так, черного хода, небольшой калиточки в стене монастыря. Но я бы советовала заходить, как и было когда-то задумано, через надвратную церковь. Тогда, пройдя через толщу каменной стены, вы выходите сразу к великолепному виду на собор и колокольню. Да и вообще монастырь открывается перед вами во всей красе. Главный храм монастыря – древний собор Рождества Богородицы XVI века, высокий и мощный. После реставрации на его стене специально оставили открытый кусок кирпичной кладки, видимо, из исторических каких-то соображений. Лужицкий монастырь в 1408 году основал преподобный Ферапонт Белозерский, основатель знаменитых монастырей на Вологодчине – Кирилла Белозерского и Ферапонтова. А сюда его, уже прославленного настоятеля, пригласил можайский князь Андрей, тот самый, что основал Якиманскую церковь, которую мы только что видели. Сейчас мощи основателя монастыря хранятся в соборе Рождества Богородицы, а раньше они находились в отдельном храме, снесенном в советское время. От храма Иоанна Лествичника, который был когда-то построен над гробницей преподобного Ферапонта, сейчас остался только фундамент, хорошо видный с воздуха. За собором широкая приземистая трапезная церковь. Когда-то она была шатровой и смотрелась намного эффектнее. Зато осталась шатровой высокая колокольня, на которой висел колокол весом почти 1400 килограммов. Колокольню совсем недавно отреставрировали, она сейчас самая ярко-белая во всем монастыре. Территория монастыря очень ухоженная. Даже трудно представить, что в советское время тут были коммунальные квартиры, склад, фабрика, лагерь НКВД. А во время Великой Отечественной войны немецкий лагерь для военнопленных. Только в 1961 году сюда пришли реставраторы и занялись спасением сильно пострадавших памятников. А с 1993 года монастырь передали верующим.
Да и во время войны 1812 года монастырь сильно пострадал. Он был занят французами, которые в трапезной устроили конюшню. В храме преподобного Ферапонта столярную мастерскую. На больших иконах рубили мясо. Перед уходом солдаты Наполеона подожгли старинный иконостас собора и разбросали мешки с порохом. Служитель Иван Матвеев, рискуя жизнью, сумел оттащить опасные мешки от огня и спасти обитель от взрыва. Не зря его имя в монастыре помнят до сих пор. Словом, нынешний благостный и спокойный вид обители, можно сказать, награда за все прошлые злоключения. Место, где стоит монастырь, на самой окраине Можайска, на высоком берегу Москвы-реки, тихое и малолюдное. Вокруг только небольшие частные домики. Если спуститесь от парковки вниз к реке, то там увидите святой источник преподобного Ферапонта. Местные жители то и дело подъезжают сюда с флягами, чтобы набрать воды. А напротив монастыря стоит дом-музей художника Сергея Герасимова, на чьих картинах, кстати, Лужицкий монастырь встречается нередко. Еще бы не вдохновиться, когда у тебя буквально с порога открывается чудный вид на него. Особенно он любил изображать вот эту живописную пару башен, круглую и четырехугольную. Мы в холодную погоду художников не встретили, но наверняка они тут частые гости, выезжают на натуру. А сюжетов для творческого вдохновения в Можайске сколько угодно. Можайск – это, конечно, не только храмы и монастыри. Несмотря на военные потрясения, город сохранил свой облик и атмосферу, которая так симпатична путешественникам. Это классический старинный город Московской области, с Кремлем, древними храмами, монастырем, а соседство с Бородинским полем только усиливает его привлекательность. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик уведомлений, смотрите и путешествуйте.